ребятки, вы на канале Кейсис Геймсис. Сегодня мы с вами начинаем проходить новую игру, которая называется Дети Плесени, глава 1. Это визуальная новелла. И вот, собственно, мы продолжаем диалог. Вначале у нас было какое-то стихотворение, к сожалению, оно ушло. Разработчик, видимо, не думает о тех, кто стримит, о тех, кто записывает видео. Такие стихи надо ставить без этого. Без времени, то есть на кнопку, типа ты зашел, поздоровался, прочитал стих, а потом нажал на какую-нибудь кнопочку, и он пропал. Продолжить диалог yes, space или это. Ворона каркает. Только этого не хватало, вороний крик прямо у пресносущего дуба. Владыки, что-то дурное надвигается. Ох, чувствует гнилое сердечко. Ворона каркает. О чем же ты все толкуешь? Неспроста предупреждаешь, тут сомнений нет. Так ведь и чувствовала недоброе знамение, когда сорока на заре залетела в окошко. Стоило прочитать заговор у порога. Ох, как стоило. Могилка. Кирфел, ау, чего задумалась-то? Вызвалась пособить называется, а теперь встала, как закопанная. Опять, что ли, на владычицу сетовать будешь? Кирфел. Ох, даже не напоминай о ней. Это первый мой опыт снятия визуальных новелл. Тут, по-моему, много придется читать. Пошли уже, ну! На солнышко-то взгляни, мертвых ведь до полудня почтуют. Почтуют. Да, гневить покойников, пожалуй, не устоит. Могилка и так беспокоилась, что не успеем поднести яств ее подопечным. Заботиться об их благе больше, чем о своем. И что за тревожный бес меня обуял? А, тут еще даже ходить надо будет. Ага, отлично. То есть это не как в Зайчике, да? А ты что, смерть у нас? Вау. Короче, смотри. Это история про детей, которые остались одни, по-моему, в деревне. Вот. Что это такое? Так почем задумалась-то, Кирфь? Сознавайся, уж не расскажу никому. Хотя, может, и расскажу. Но ты сама знаешь, мои кроткие слушатели едва ли любители сплетничать. О, тут еще и варианты есть, нифига себе. Переключение вариантов Q. Вороны, что ли, не слышала? Все не пойму, о чем она нам селилась поведать. Дурное знамение видела. Не знаю, что и думать. Ну, давай. Давай вот этот. Покушать просила, ясное дело, не хочет, небось, на сухом поле клевать. Там все такое горькое, да еще и язык вяжет. Будто ты сама пробовала. Ты уж мне поверь, я ведь тамошние корешки сама пробовала. Чего улыбаешься? Пойдем шустрее, пока хлебушек еще теплый с печи. Как пахнет, так и хочется краюшку слопать. Эх, жаль, что нельзя. Почему это? Ты ела ли чего со вчера? Все им поди да отдаешь. Идем. Ну давай второй позаботимся о девочке. Я-то себе найду хлебца, а они как? Потянутся шручками прямо с земли. Ужас какой. А когда покойники сыты, так можно и прикорнуть немножечко. Пойдем же. И когда будем там, не забывай, тревожить семена, коими стали оставленные тела, нельзя. Они должны прорасти и обернуться свежей душистой травой. Ладно, запомню. Семена не трогаем. Смотри, как красиво нарисовано. Блин. Етить колотить. Смотри, как красиво, да? Как красиво, не могу. Кстати, слышала про вчерашнего покойника. Последнего моего горе-муженька. В смысле горе-муженька? Смотри. Я что заметила? Тебе звук-то маленький. Тебе звук-то тихий. А звук-то тут есть. Сейчас, подожди, его на максимум врублю. Вот так-то лучше. Ну ладно, не на максимум, давай вот так вот. Вот я лошпек. Все, теперь ты слышишь звук. У меня больше таких оплошностей не будет. И чуть-чуть убавлю здесь чувствительность. А ты в смысле не девочка, что ли? У тебя лицо такое? В смысле горе? А в смысле тут же дети управляют деревней. Какого горе-муженька? Расскажи, что там? Горе-муженька? Горе-муженька? А то, до заката нас не успели обвенчать, тогда еще только ямку ему копали. Вот и пришлось луны ждать. Вдруг его душеньку за то время увела бессовица огнивица. Утащила бы за собой и поминай, как звали. Кошмар. Расскажи, что там?
Охотника вчера растерзали. Говорят, в лес направился срубить заговоренную липу. Копье, что ли, они хотят из нее сделать? Мало было 4 покойников до них. Мало было 4 покойников до него. Так притом почти там же. Это такой ужас, ты бы видела, когда нашли, его уже почти целиком сгрызли. Только давай без подробностей, а то любишь ты все в красках расписывать. Прям уж целиком. Прям уж целиком. Несчастному оттяпали обе ноги до колен, представляешь? Ручки до костей, а брюхо, скажу просто, меня чуть не вырвало. А ты знаешь, сколько я этими самыми глазами уже видывала? Ему даже сердце выгрызли прямо из-под ребер. Сам владыка лес постарался. Ну, мне так следопыты сказали. И лицо, кстати, как обычно, не тронуто. Хорошенький был. Ладно, хоть быстро сыскали. Не гниляка позеленелого. Давай сначала. Ладно, хоть быстро сыскали. Не гниляка позеленелого. Все так и шатаешься ночами на сухом поле. Все, хватит с меня разговоров про мертвяков. Так ведь и недуг на себя недолго навести. Конечно, каждую 3-ю луну слежу, как бы кто ни поднялся из могилки. Представь, если по деревне покойники волочиться начнут. Ужас! Ты хотя бы раз видела встающего мертвеца? Так они ж не осмелятся при мне. У меня вон коса, затем и блюжу. Покойники-то знаешь, как косы боятся. Особенно мальчишки, их только ею обратно и загонишь. Давай... девочки... Короче, давай так, я буду читать обычным голосом все варианты быстренько, а потом ее голосом стараться читать тот, который я выбрала. А девочки, откуда ты знаешь, сама же говоришь, не видела, чтобы они поднимались. Все, хватит с меня разговоров про мертвяков. Так ведь недуг на себя недолго носить. Я буду говорить про мертвяков. Откуда ты знаешь, сама же говоришь, не видела, чтобы они поднимались. Так, во-первых, я не говорила, что не видела. Но вообще-то да, не видела никогда. От старшей жрицы слышала премного правдивых историй. Мне бы ее опыт, а то вдруг струшу, завидя покойника. Даже, наверное, лучше сказать, без покойника. А девочки? Девочки? Подожди, я забыла ее голос. А девочки? Девочки-то выйдут, поплачутся на плече и обратно улягутся на левый бок. Это ли будет со мной после гибели? Стану ли подниматься из земли хладной покойницы, тщетно ища утешения на плече верной подруги? Почему обязательно на левый бок? Я, кстати, их спрашивала. Молчат. Вот и не знаю, может так комфортнее. Я когда на земельке сплю, тоже всегда на левый бок ложусь. Правда удобно. Ну все, один вариант остался. Все, хватит с меня разговоров про мертвяков. Так ведь и недуг на себя недолго навести. А так хорошо болтали. Нет, я и шагу туда не ступлю. Глаза бы мои не видели проклятого чертога. Куда перейти? Подожди, куда? Вот сюда, что ли? А куда? Мне куда-то W говорит перейти. А она не хочет. Что за прикол? А мне говорят, а она не хочет. И что, заставить ее? О, перешли. Или нет? Ну, вроде да. Еще вчера... Ее зовут Могилка. Еще вчера на могилке дремала, выдумала загадку. За 100 лет не угадаешь. Наверное, и тут ответ мертвец. Загадывай. Давай загадывай. Но мы уже знаем ответ, если что. Загадывай. Собрались как-то на праздник быка... На праздник быка олень, волк, покойник и ворон. И сказала госпожа Осень: принесите достойную жертву, дабы усладить духов леса. Ворон сказал: кар, много ли во мне крови на усладу духом? Принесите в жертву волка. Волк сказал: кто же осмелится принять клык на волка, сына леса? Принесите в жертву покойника. Покойник промолчал, но указал костяным пальцем на оленя. Олень сказал: хорошо, мне быть жертвой. Кого принесли в жертву? Ну, мертвеца. Ну, подожди, но волк... Олень же сам сказал, что хочет, нет? Быка? Нет, не быка! Подожди, я перепутала. Не быка, я хотела оленя. Быка? Ой, ну и насмешила, ты же не серьезно. Резать быка на праздник быка? За оригинальность дам тебе еще попыточку. Ну, оленя? Оленя? Так и думала, что ты это ответишь. Неправильно, говорила же, не угадаешь, глупых.
Ну да, не сообразила. Расскажи уж разгадку. Хочешь сказать, в жертву принесли кого-то пятого? Может, никем не стали жертвовать? Пфу, дурь, у тебя не загадка. Ну, может, никем не стали жертвовать? Может, никем не стали жертвовать? И оставили духов голодными и недовольными? О, ужас, представь только, чтоб тогда было. Ну давай, хочешь сказать, в жертву принесли кого-то пятого? Не. Ну да, не сообразила, расскажи уж разгадку. В жертву принесли покойника. Да я знала! Я знала, я не то ответила 2 раза. Поняла почему? Потому что он так мертвый. Теперь поняла. Молодчина! Ну что он мертвый, да? Или надо было разгадку? Надо было разгадку. Ну что он мертвый, он же уже покойник, его уже принесли в жертву. Я знала, о чем она. Я знала, что покойник. Она же мне сама подсказала, говорит, совет, небось, свой покойник, ответ. Она смеется или что, я понять не могу. Сухое поле, символ цикличности, блаженной мены, волею владычицы обратилась для нашего сестринства вечным напоминанием о неизбежной кончине. Чувствую лукавые взоры 10 духов, поди, наблюдают за каждым нашим шагом, живым здесь уж точно не рады. Без могилки я бы и шагу сюда не ступила, и как только она, босая, пробирается меж могил с такой легкостью. Не шлепнись у меня тут, помнишь, что я тебе о семинар говорила? Они должны обернуться свежедушистой травой. Вот правильно, умничка. Внимательность, вспомнить предостережение могилки. Достижение получила. Вот правильно, умничка. Помню, да. Но мне ходить некуда. Мне только налево и направо. Так что давай сама огибай всякие семена. А где они вообще? Ну я их не вижу. Прыгать я не могу, бегать я не могу. Ну, наверное, пока что, а может и нет. Кажется, успели. Вот они мои, тут отдыхают. О, гляди-ка, свеженькую скопали. По ком интересно? Пустая могилка? Нет, не стоит заглядывать в вскрытую плоть земли. Духи только и ждут, когда я оступлюсь. Коснуться, так мигом душу изворотят. Наклоняется к одной из могил и начинает шептать. Пожалуй, не стоит развешивать уши. Сакральные ритуалы не дано наблюдать чужим. Хотя могилке, кажется, все равно. Подслушать. Мы с вами послушаем. Коя, драгоценная моя, слышишь ли? Прости, на 2 дня уж оставила тебя в одиночестве, простишь? Я вот хлебушка принесла, он еще теплый, с печки. Гляжу, ты из прошлой нашей встречи ничего не съела. Грустишь? Не плачь только, вот-вот наступит пора, вернешься к нам. Уже совсем-совсем скоро. Эх, всегда больная могилка, как всегда. Что еще за гул несет из деревни? Что это там? Ох, вовремя же мы притащились. Праздничная процессия направляется прямо к нам. И кто же виновник торжества? Или виновница? Затуманенные очи так и норовят соврать. Что ж, они все еще являют мне вещи и сны, за что я им благодарна. Идти толпе, конечно, еще недолго, но и отлично. 6 солнец сменится, пока могилка там. 6 солнц. Вот так, да? Гилью, что ли, провожают? Уже все? Ну так пора выходить. Ей стукнуло сегодня 19. Да нет, я про твой обход. Закончила так быстро. А то. Это радует. Думала, 7 шкур сменю, покуда дожидаюсь. Ой, ну тебя. У меня тут все уже привычное. Одна только Коя 3-го дня засыпана. Даже и не верится, что Гилью уже ждет благая мена. Благая мена, проклятая мена, важнейший праздник, торжество жизни. Только не для нашего круга. Ох, не обрадуется толпа моему присутствию, пока мы лишены радости мены, на этом празднике нам места нет. Хотя, какая к чертям разница? Пусть думают, что хотят, пусть себе перешептываются, и я останусь понаблюдать за процессией. Молодец, так и надо. Процессия подходит. Так и надо. Какая разница, что думают? Вообще по барабану. Вообще по боку. Что думают? Вообще по барабану. Голос из толпы. Ведьма! Началось. Да, ведьма. И что им с того? Наслушались о нас вранья проклятой владычицы и повторяют, и повторяют. Ох, не стоило мне так о великой. Как же я за тебя рада, Гилья, с благой меной. Обнимает. Благодарю, добрая жрица. Не бойся, я провожу тебя, больно не будет, обещаю. Не бойся, Гиль, мы с тобой. Голос из толпы.
Не верится, что наше с тобой время вместе закончилось столь скоро. В смысле, они умирают, она смерть, и она забирает их, она их убивает, она забирает их души. Серьезно? Прощай, благодарю звезды и землю за все счастье, что мы разделили. До встречи, передавай привет деткам, скоро им выпадет доля воспитывать родную мать. Вспомни тревоги и горести прошлой жизни, сожми их в кулачках на той стороне, оставивших под корнями старого вяза. Угу, кивает. Итак, Гилия красноречивая, от 4-й луны в мир принесенная землею сырою вскормленная, готова принять узы матушки земли, прародительницы мха, плесени и корня человечьего. Видно, как боится. Ничего удивительного, от одного вида процессии сердце уже мечется, а уж была бы я на ее месте. Подбадривание из толпы. Готово. Голос дрожит. Готова утопнуть во мгле и, задохнувшись, вернуться вместе с солнышком на волю. Готова. Готова ли душою скитаться в бездонном колодце до благостного рождения? Готова. И, наконец, желаешь ли снова обратиться звеном нескончаемой цепочки жизни? Да, страстно желаю. Умничка моя, пойдем, тебя заждались. Держи флакон с черным молоком. Помнишь, как еще его называют? Да, последние слезы радости. Молодчинка! Пей все до последней капельки. Слезы на вкус сладкие и приятные, ничего не бойся. Владыки, она вся дрожит. Гилия выпивает флакон. Ох, какая же ты у меня умница, видишь, нисколечко и не страшно. Гилия кивает и улыбается. Гилия, пора твоя пришла, загляни внутрь землицы, отдайся ее теплым материнским объятиям, она укроет будто шершавым одеялком и сохранит твой безмятежный сон, а я буду нашептывать колыбельные до твоего следующего рождения. Мы все будем с нетерпением ждать твоего возвращения. Да, я чуть поменьше звук сделаю. Вот так. Голос из толпы, это верно! Возвращайся поскорее! Счастливого пути! Дыши, Гилия, вдыхай терпкий дух мертвой травушки, слушая ее радостный шепот. Гляди на солнышко на закате, оно станет тебе проводником на ту сторону. Ой, как страшно. Гилия, такая ты у меня молодчина. Гилия, такая ты у меня молодчина. Не бойся, я тебя не оставлю. Честно, не оставлю. Делает надрез косой. Радостно кричит душа живая. В лес душа бежит, она живая, ей больно. Радостно дрожит земля, живая. Кости ей несем, они смеются невольно. Ура! Голос из толпы. Ура! Доброй дороги, Гилия! Счастливого пути! Скорейшей тебе дороги домой, Гилия. Даже трава радостно шелестит, провожая уходящую душу. Да, путь Гилии вскоре продолжится. А продолжится ли когда-нибудь мой? Ох, нечего пустыми тревогами омрачать сладкую тризну. Пора возвращаться в деревню. Хоть радостный гул и разогнал духов средь сухой травы, все равно как-то не по себе. Кирфел и Могилка возвращаются в деревню. Прикольная игра, мне нравится, классно. Это вроде как первая часть, вторая выходит, написано в начале, кажется, 24-го. Но я помню, в 24-м точно году выходит, а когда именно в начале или нет, я не помню. Нет, я ни шагу туда не ступлю, глаза бы мои не видели проклятого чертога. Ну ладно. Пойдем, нам бабехи. Синица! Не знаю уж, как тебя по имени звать, ведьма. Изгой, чего ты оборванке понадобилось? Кирфел меня зовут, хотя синицей тоже нередко кличут. С чем обращаешься, безродная, что тебе надо, ничейная дочь? Ну, давай первое. Кирфел меня зовут, хотя синицей тоже нередко кличут. С чем обращаешься, безродная? Знать хочу, что мне жизнь не уготовила, если место счастья на избранном для меня пути. Только не говори, будто хочешь, чтобы я загадала за даром. Чтобы я гадала за даром. Нет уж, иди вон у червей, поспрашивай прорицания, они тебе точно скажут, чем уплатишь. Ну чем? Чем уплатишь?
Протягивает медвежий клык. Вот, достойная оплата. Глазам не верю. Откуда у нее мог такой взяться? Стащила, поди. Совсем, что ли, бестолочь не знает ценности медвежьим клыкам? Что же, хорошо, расскажу тебе. Набирает воды. Плюй. Что? Плюй в воду. Ты ведь свою судьбу хочешь узнать? Значит, нужно, чтобы ты от себя... чтобы что-то от тебя в эту воду попало. Могу локон срезать или крови пустить, если тебе претит иное. Плюет. Кто бы мог подумать, что я стану повелевать законом бытия ради безродной бродяжки. Она еще смеет надеяться на счастье. Сама наивность. Итак, заговор. Может опробовать тот, что Давича выдумала Лира. Давеча выдумала Лира. В мастерстве ее слова я не сомневаюсь. Ну, произноси заговор, у меня один вариант. Мать-Земля, отвори передо мной чужую судьбу. Хозяин воды, пусть звезды нашепчут мне волю твою. Вижу гладкую вязь, шептание сов, искажение лиц, тишину облаков. В отражении своем вижу лики богов. Подите, ниц, вас лишаю оков. Взять горсть ведьминой пыли и бросить на поверхность воды. Владыки, верно, очи меня сегодня обманывают. Россыпь? Широкая, но с парой больших комьев. Еще и форма у них неровная, удивительно. Ну трактуй буквально. Вижу, ждет тебя немыслимая удача, богатство и всеобщее уважение. И ежели не передашься жадности, желания твои исполнятся, и будешь ты счастлива до последнего дня. Врешь же, красивую сказочку рассказала для наивной бедняжки, ищущей комфорта и покоя. Вот только я ценю правду поболее будоражащих ум фантазий. Хочешь верь, хочешь не верь, а твоя судьба ныне запечатана в камне. Хочешь на судьбы по свою голову, что ж, таковой у меня нет. Все, что было сказано, правда, прими ее с чистым сердцем. Хочешь верь, хочешь не верь, но твоя судьба ныне запечатана в камне. Предлагаешь верить в этой чепухе? Нет, уж не за ту ты меня приняла, синица. Предсказание явлено менять, мне в нем нечего убеждать слепого, что над ним светятся звезды, все равно, что воду ступит толочь. Ты бы приняла мои слова, будь в них больше дурного, верно? Ты бы приняла мои слова, будь в них больше дурного, верно? Да, не бывает жизни лишенной ненависти, а уж жизнь пари имеет пополниться день ото дня, как полагаю, и твоя. Поверила бы ты ведунья, услышав нечто подобное? Тут она права, я бы засомневалась и провела обряд снова. Поклянись небом, что молвила правду. Клянусь небо, тому свидетель довольно... Ну ладно, давай, клянусь небо, тому свидетель. Довольно? Гляжу, не боишься гнева, владык. Что же, будь по-твоему. Жрица, и к тебе у меня есть вопрос. Чего надобно? Чего надобно? Хочу знать, что ждет изгоя после смерти. Поняла. Так. Чего так медлить? Говори уж как есть. Тем более она у нас такая правдолюба. Не томи, настолько ли все худо? Ну, изгоев ведь ни прародителей, ни измене, ни призвания нет. Даже души нет у них у вас. Ни имени измене. И души нет, ну конечно же. Поэтому тебе никак не видеть нового рождения. Вот как выходит, проклятая судьба надо мной поглумилась. Ну, вот чего-чего, а живут в одном теле изгои дольше других. Переживают закат прямо как мы. Милость, данная владычицей обреченным. Он все же не наврал. Проклятие, и уходит. А ведь меня ждет та же участь, безвозвратная смерть. Значит ли владычица, что ведьма, что изгой, нету никакой разницы? Сколь низко мы пали, да? Мне вот все покоя не дает, вроде безродное, а такое светлое будущее. А они ж обычно с голоду мрут. Ты хоть когда-нибудь раньше нагадывала такого? Не часто. Помню, пророчила подобное одному охотнику, а его через неделю растерзал кабан. Фу, зачем напомнила? До сих пор аж точно как вспомню. Уф. Ну хотя бы в этой жизни его точно ждет то самое счастье. Да ну, медвежий! И откуда только у нее он мог взяться?
Откуда стащила, как пить дать? А ты-то ничем не лучше обманула глупенькую девчонку и рада. Шучу. Так ей надо. Правильно. Шучу. Правильно. Откуда бы еще она взяла такую ценность? Изгои испокон веков были варьем. Да? Думаешь? Ты так думаешь? Ну, прикольно. Жрица! Жрица, помогай! Вот там увяза девчушка лежит, не дышит, не откликается. Точно твоя забота. Подле маленького камушка? Да, аккурат у него. Угу, поняла. Кирф, я потопала. Увидимся. А, прости, Кирф, я потопала. Увидимся. Лайдыки, Эя же там часто гуляет. А можешь описать, как она выглядела? Молю, земля, молви, что не сестра нас покинула. Ну, в темной рясе, с оберегами на шее, браслетик вроде был прямо как у тебя. Владыки тщедушные, Эя, нет, быть того не может. Так вот, о чем ворон предупреждал, а я бестолочи не поняла. О, сердечко болью откликается на кошмарную весть. Нет, не до этого сейчас, держись. Мальчик уходит. А ей больно. Кажется, стихает. Скорее к сестре. Подожди, скорее к сестре. Эя у южного молельного камня, скорее к ней. Давай вот что мы с тобой сделаем. На сегодня мы с тобой закончим. И продолжим в следующей серии. Надеюсь, в следующей серии у нас будет не 5 минут, а чуть больше. Я еще посмотрю сейчас, если... Давай так, я сейчас посмотрю, если есть продолжение, то мы с тобой продолжим. Короче, я посмотрела, и оказалось, что все-таки есть продолжение, недолгое, поэтому не будем оставлять буквально 10 минут на следующую серию, оставим так. Что, это мы или вот это мы? А где мы? Вот это камень? А куда нам идти-то? Ну, карту открыла, ну и что дальше? Ну, карта тап, это я поняла. Как по карте-то передвигаться? То есть мне прям, подожди. Мне сюда, значит, мне до конца. Девчушки. Вот сюда. Вот, перейти С. Понятно, куда перейти. Теперь мне в бок. Мне в бок опять до конца. Мне в бок идти до конца. Красивая такая рисовка, блин. Ты только вот посмотри на её волосы, как они красиво нарисованы, да? Как классно, как здорово. Поговорить. Встретить странную девочку. Странная. Девочка на краю. Еще одна. Чего уставилась? Дурью не майся, слезай. Вот еще. И вообще не смотри на меня, сглазишь еще, колдунья. Топай отсюда. Ну и бестолочь. Свалиться не боишься? Не-а. И зачем тебе стоять над колодцем? Летать учусь, не видно, что ли? Какая разговорчивая. И как успехи? Так я Иска расскажу первой встречной поперечной. Отвянь! Черт с тобой, некогда мне тут разбираться. Ну и падай, Хоть хочешь, падай. По боку вообще. По барабану. Хочешь, учись летать дальше. Подожди, мне налево. Эя. Самая талантливая сестра, самая юная и могучая, с таким упоением ждала великого успения. Так любила играть в плетеную деву, танцевать весеннюю пляску земли. Ничего этого больше не будет. Лишь вечное скитание под землей и ни капли покоя. Все пропало. Великая мать, почему ты забрала ее так не кстати? Мало было нам горя. Неужели все теперь сгнием по воле упрямой владычицы? Бедняжка, дочь земли, ты не гневайся, но мне совсем никак нельзя ведьмам пособить. Уж прости меня бесполезную, но мать земля тебя не бросит. Еще вернет к жизни, точно. Вы не серчаете, что нашей сестренке не могу помочь? Мы понимаем. Ступай, жрица, сами все сделаем. Мягко тебе землица, Эя. Еще раз прости. А ты куда пошла? Подожди, пойдем вместе. Да что же, это вправду ли мать земля забрать нас намерилась? Али духи недобрые, ужель заслужили мы такое наказание? Не трепли ерунды, Лира, успокаивайся. Как я могу быть спокойна сейчас? Нечистые силы сгубить нас хотят. За 8 ночей до успоения сестренку извели. Как теперь быть?
И вот в круге нас осталось лишь трое. Троица обреченных душ, решение у нас всего одно. Проведем ритуал успоения втроем. Что нам еще остается? Как это? Чушь! Ох, Кирф, насколько ж ты дурна. Втроем мы ничего не добьемся, только сами сгнием. Подумала ли, что тогда останется? Что тогда останется? Знакомо нет. А как иначе? Поколениями вчетвером совершали наше страшное таинство, и ты вдруг решила, что можно по-другому? Естественно, все же так просто, да? Или ты забыла, вся деревня на наших плечах лежит, ежели оплошаем, всех погубим. Каждую живую душу. Я пытаюсь хоть что-то придумать, в отличие от тебя. Придумываешь, как людей советуешь жить, молодчина. Считаешь, будто мудрее остальных? А, давай тогда что предлагаешь ты? Я предлагаю не совершать непоправимую глупость. Неужели это так сложно понять? Прекращайте пререкаться, у нас сестра умерла. Ведете себя, как собаки, порознь думать будем, как подобает ведуньям. Попросим мудрости у воды колодезной, да у ясеня. Понадеемся на их помощь. Вот слушай, что Лера говорит, сейчас уже ничего не сообразим. На закате справим тризну по почившей сестрице. После пойдем по домам и спросим воды озарения, разложим кости и камни. Вспоминайте запретные обряды, да хоть чертей вызывайте, любой ценой ищем решение. Через 2 ночи соберемся вновь, обсудим, что надумали. До успоения всего 8 ночей. 8 ночей, владыки всеблагие. Что-то она как больная, как-то больно она выглядит. На уходе солнца Кирфал идет провожать почившую сестру. В смысле, у нас же 8 дней каких-то, или это не то? Я думала 8 дней типа до похорон, нет? А куда идти? Я здесь, а куда идти? Сюда? А, ну да, сюда. Да, мы, получается, на отшибе, что ли, живем? Через реку, нифига себе. Добрым себе вечер я назвать не могу. Заходи, Вавна ждет. Погоди, мгновение. Хочу проститься, покуда еще не приняла на себя новую роль, как послушница перед младшей ведьмой. Знаешь же, как Вавна отнесется к твоему промедлению. Хотя, когда мы всерьез воспринимали ее Яри. Все же лучше поторопиться. Эя, славная Эя. Я всегда восхищалась тобой, завидовала тебе. Страшно завидовала. Стыдно признаться, в какой-то момент ненавидела. Вести обряды годами с самого дня посвящения неслыханно. А вести обряды годами с самого дня посвящения неслыханно. Но таков уж наш удел теперь. Отныне моя доля заклинать, пока не стлеет Отныне моя доля заклинать, пока не стлеет нутро, сожженное колдовским огнем. Подожди немного, я проведу тебя на ту сторону. Ну хорошо. Ну давай. О, нифига себе, как темно. Выйти, С. Нет, выходить мне не надо. Подняться. Стоит ли подниматься наверх? Нет, все необходимое для проводов при мне. Для каких проводов? Сюда, что ли? А, мне налево. Вишея, беспощадная моя наставница, давно ты не ступала по земле. Уверена, даже на той стороне ты не растеряла грозного нрава. Эй, отправляется к вам, прими ее со всеми почестями и не будь к ней столь строга. Быть может, самой вызваться соткать куклу Эи? И кто заберет череп? Череп? Кирфал, отныне ты самая юная из ведьм, тебе и вести обряд. Знаю, я готова. Эй, вот и настала пора мне заменить тебя на проводах души в иной мир. Готова ли? Протягивает флакон с настойкой. Вот, держи. Помнишь, что это и как применяется? Честно скажу, твой Твой раскурозлый... Подожди. Твой раскорузлый ум меня безумно тревожит. Чего? Что за слово? Это сивая настойка для сближения с духом усопшей. Я буду на месте сестры, моими устами огласятся ее муки, мое тело будет движимо ее волей. Следует испить хотя бы 8 капель, но не больше 11, иначе собственной души лишусь. Верно. Отдыхай, готовься и выходи к нам. Вместе поднесем погребальные дары. Хорошо. Ну все, отдохнула. Наверх нам надо? Давай наверх.
Захочет она подняться? А, ну нет, не захочет. Ну это получается, наверное, день в следующей серии. А может тут даже будет какой-нибудь открытый мир. Будет прикольно. Вавна, вот тебе посох в дорогу. Любимая сестрица послужит надежной опорой во время долгих странствий. Не страшись одиночества, она согреет холодными ночами. В пути повстречаешь сестер, они уже ждут тебя. Деревянные башмаки такие не стопчутся за 100 верст, и путь вечно остаются в тебе силы совершить очередной шаг. Возможно, всем нам придется вечно скитаться по землям мертвецов, даже 3 пары башмаков развалятся под ногами. Раздели со мной сладкую просфору, дорогая сестра. Когда тебе еще доведется поесть? Как настанет пора отправляться, не бойся, я помогу найти дорогу. Обрати мертвые очи к солнцу, что садится за лесом, оно осветит тебе дорогу в подземное царство. Как спустишься в подземь, увидишь 2 источника по обе стороны, левый обросший белыми лилиями и правый, тот кроты охраняют. Из левого не пей, поклонись кротам со словами «Меня мучает жажда, дайте напиться» и спей из этого источника. Там одна бродить не смей, заплутаешь. И не плачь. Сразу окликни одну из сестер, Гриссу, Вишею или Ветку. Они будут ждать. Настанет день, и ты вместе с остальными вновь взрастешь из земли, как взрастает летом цветущая полынь. Верь в это со всей искренностью, на какую способна. Пора начинать. Ох, сердечко снова трепещет. Помню, как я корчилась от боли, выпивая настойку. Неужели сивое зелье и впрямь такое злое? Но я-то старше буду, и к настойкам я давно привычна. Справлюсь, сомнения вон. Выпить настойку. Выпить настойку, давай, пей. Бульк, 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 бульк. Вот-вот наши души сплетутся, и я стану исполнительницей последней воли, почувствую всю агонию души, запертой в недвижимом теле. Земля, дай мне сил выдержать это испытание. Она рядом легла, нифига себе, о, глаза покраснели. Вот и оно. Разгорается в чреве колдовской огонь. Чувствую его яростные переливы. Или сестринская душа уже берет свое, так или иначе я готова. Дышать тяжело, будто горло сковали. Держи себя в руках. Держу. Отныне я верно дышу за нас обеих. Оказывается, нажимать что надо. Ох. Мечется сердце, чувствует близость смерти, боится. Дыши глубже, дыши. Души свиваются, кружатся в последней пляске. Подобные танцы не обходятся без боли, уже там неизвестно. Тыкай! Тепло, тело наполняется колдовской силой, душа трепещет. Пора начинать. Просфора покрылась плесенью, умерла. Пища под стать любимой сестре. Откусить. Это не я ем просфору, а ты, вкушай свой последний ужин. Уф, гадость, ничего удивительного. Это еда не для живых. Хотя бы сестре услада. Откусить. Ясно, чего живые с покойниками не делят обед. А, снова становится худо! Да я ж держу! А, снова становится худо, да, поняла я. Поняла, что тебе худо. Ох, нет, проклятое нутро огнем пошло. Ой, кровь из носа пошла. Чужая душа рвется вон, скребет изнутри. Нет, Эя, нет! Успокойся, я тебя не пущу! Нет! Ритуал еще не окончен! Не окончен! Потерпи ты! Мне же больно! Владыки! Разбитое сердце, умереть в ходе обряда. В смысле умереть? Я ж держала. Да в смысле умереть-то? Не могу пошевелиться, вздохнуть. Чё с прикол? Чё с прикол, подожди. Так я ж держала, так нечестно. Киффел погибла. Ведьмы не смогли исполнить свою роль. Деревня обречена. Опять все сначала? Да подожди, вот это сложно. Прикинь, я держу в руках себя. Еще и читаю. Отныне я верно дышу за нас обеих. Ух. Мечется сердце, чувствует близость смерти, боится. Дыши глубже, дыши. Я поняла, когда стрелочка появится, тогда можно тыкать. Души свиваются, кружатся в последней пляске. Подобные танцы не обходятся без боли, уж это мне известно.
Только как держать, я не поняла. Тепло, тело наполняется колдовской силой, душа трепещет. Пора начинать. Просфора покрылась плесенью, умерла. Пища под стать любимой сестре. Откусить. Откусить. Это не я им Просфору, это ты, Эя. Вкушает твой свой последний ужин. Уф, гадость. Ничего удивительного, эта еда не для живых. Хотя бы сестре услада. Откусить. Ясно, от чего живые с покойниками не делят обед. Сейчас хрень начнется. А, тыкать надо! Подожди, тыкать. Стоять ты, блин! Да ни хрена это не работает! Владыки, да в смысле? А как? А оно не держится. А как быть? Оно не держится. Ну, давай. А как? Подожди, оно не держится. Я нажимаю вниз, оно вниз не делается. И когда он начинает спускаться вниз... Может, когда начинает спускаться вниз, надо вверх нажать? Ну давай, умирай быстрее. Умирай быстрее. А почему обречена деревня? Я понять не могу. Не хочу читать. Хватит с меня. А почему деревня обречена? Они же типа их не любят в деревне. Или наоборот любят. Что-то я вообще не поняла. Ой, господи. Сложно, блин, сложно. Интересно, слушай, придумали. До этого надо было тыкать, когда была горизонтальная, получается, штука. И надо было тыкать и одновременно читать. А тут, получается, надо держать и одновременно тоже читать. Ну, конечно, в принципе, это нормально. Только вот до этого момента, пока и плохо не станет. А, вот как. Ядрить, колотить. Ядрить, колотить, подожди. Я второй рукой нажимать буду. А то сложно. Скребется изнутри. Нет, я нет. Успокойся, я тебя не пущу. Нет. Ритуал еще не окончен. Иди вниз. Подожди, вот так вот выровняли. Потерпи ты! Мне же больно! Больно! Держись, не это, вот так, подожди. Все хорошо. Мы на месте, мы стоим. Напряженный момент, дыши глубже. Так. Все скоро кончится. Дыши. Мы прошли. Затихло? Да, хвала богам. Надо продолжать из последних сил, направить, наконец, ярящуюся душу верным путем. Духи природы, духи деревьев, рек и корней, успокойте буйный нрав. Повелеваю, явите мне, беспокойной душе, дорогу в мир мертвых. Примите эту жертву в знак благодарности за вашу помощь, нетленные. Пусть кровь агнца напитает землю, а его тело станет пищей для вас, могучие. Ведьмы забивают ягненка. Бедный ягненок. Совсем молодая кровь, вот так угодили духом. Не посмею теперь воспротивиться моей воле. Пора заклинать! Будь же свободна, Эя! Услышь эту прощальную песнь берез, нежный шепот земли и хохот безумных чертей. Не страшись, вся природа сегодня подчиняется нам с тобой. Беги, сестра, духи сопровождают тебя в последнем шествии. Не остановившись, не обернись, не воротись. Не остановись, не обернись, не воротись. Беги за умирающим солнцем, его тепло согреет твою душу. Не остановись, не обернись, не воротись. Не остановись, не обернись, не воротись. Беги за последним лучом, покуда он светит, путь открыт для тебя. Беги за... Не остановись, не обернись, не воротись. Не остановись, не обернись, не воротись. Беги, теплой кровью выстлан твой путь. Не остановись, не обернись, не воротись. Не остановись, не обернись, не воротись. И упала. Тризна. Завершить главу 1. А вот мы ее и завершили. Дети плесени.
Ну, что хочу сказать, мне понравилось. Мне очень понравилось, я буду ждать выхода всей игры, или это будет вторая глава выйдет. Разработчики красавчики, я прям аплодирую, ну, почти стоя. Классная игра, классная рисовка, классная музыка, все классно, диалоги классные. Моменты классные, вот что... Спасибо, что опробовали первую главу. Если вам понравилась игра, расскажите о ней друзьям и добавьте в полный релиз в список желаемых. Ну да, полный релиз будет. Окей. А я стрим-страницу нажала или что? Не, мне стрим-страница не нужна. Вот. Что хочу сказать. Классное все, классное абсолютно все. И особенно, что мне понравилось, что ты читаешь одновременно, и одновременно ты должен где-то тыкать или держать в каком-то диапазоне ползунок. Это прям так необычно и сложно. То есть это значительно усложняет эту новеллу. Еще мне понравилось, что у нас практически, ну, открытый мир. То есть мы можем по карте куда-то пройти сами, куда захотим. Ну, почти, да, я так понимаю. Она нам в основном не будет говорить, что типа нельзя, да, куда-то. Вот, а может и будет, не знаю. Ну, посмотрим уже в полной ее версии. Будем с тобой ждать. А если тебе понравилась эта видеоигра, ставь лайк, пиши комментарий, скидывай его своим друзьям. Вдруг она им тоже понравится, они офигеют, влюбятся и будут ждать вместе со мной и с тобой эту игру в следующем году. Ну, а также подписывайся на мой канал и ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Ну и всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч в этой и в других игрушечках. Всем пока-пока!